последнее время я все чаще слышу, как влиятельные люди сравнивают пандемию коронавирус с войной. We're at war. In a true sense, we're at war. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. 75 years ago, the people of this country celebrated victory against Hitler's aggression. We're now engaged in a new struggle against the coronavirus, which demands the same spirit of national endeavor. Nous sommes en guerre. Вот я решила поговорить с человеком, который действительно прошел через войну, и спросить у него, напоминает ли нынешняя ситуация войну. Да. Нет, там совсем другие были, как бы тебе сказать. Капитан первого ранга. Виктор Григорьевич Беленький. 94 года. Мой дедушка. Я тебе рассказывал, что самое страшное для меня это был голод. Голод, блокаду. И этот голод меня преследовал до 45-го года. Если я до 42-го года фактически голодал, и жрать мне было нечего, то начиная с марта и апреля 42-го года я уже стал питаться нормально, а начиная с осени 42-го года я на флотском пайке был, прекрасный паёк. Но кушать я хотел все время и животом, головой, мозгами. Значит, нынешняя ситуация войну тебе совсем не напоминает, да? Знаешь, чем он напоминает? Ограничением передвижения. Войну передвигаться было тоже сложно. На каждом шагу патрули были. А так, ну тогда просто проверяли документы. Шпионов ловили. А так, гадко это все сейчас идет. Неприятно, очень гадко. В войну был, с одной стороны, патриотизм, желание побить, разбить их, так уничтожить. А тут какая-то брезгливость, неприятность. Ну что это такое? Я должен прятаться от людей. Но в войну мы тоже от людей прятались. Только от каких людей? Тех, которые Гитлер создал. Дедушка, а какой у тебя прогноз? Ну, у нас прогноз такой, что эта зараза, находишь, не хочешь, пока что ее слегка сдерживают. И основное, что чем можно добиться с нее, это вот самоизоляция, это правильно. И хоть это тяжело сидеть в квартире, но приходится. Вот. При всех этих трудностей. А потом все это закончится, как другие, это грипп. Только тяжелый грипп. Как ты думаешь, все вернется на свои места?